Всем привет! Вы на канале SuperKit. Сегодня на тесте будет SSD Samsung M2 NVMe, модель PM981 объемом 256 ГБ. SSD приехал в коробке, внутри которой кроме самого твердотельника есть еще винтик для фиксирования на плате в разъеме и отвертка. Данная модель не предназначалась для индивидуальных отдельных продаж, но когда это волновало наших китайских друзей. У них продается и это. Сейчас у Samsung актуальная модель 970 EVO. Так вот, купленный мной SSD это аналог предыдущей модели, а именно 960 EVO, только для систем в сборе. Поэтому у него своя маркировка. Смысл в этой модели, ее цена, при том, что по характеристикам эта модель все же уступает 970, но и цена чуть ли не в 2 раза ниже, что в общем-то с лихвой, как по мне, покрывает разницу в характеристиках. Заявлено 3000 МБ в секунду чтения, 1300 МБ в секунду запись, интерфейс PCI-Express X4 версии 3.0, тип памяти TLC. К сожалению, нигде не указан ресурс, но если ориентироваться на модель 960 EVO, то это 100 терабайт для перезаписи. В моей плате нет такого разъема, поэтому я буду использовать переходник. Как и в случае с предыдущим SSD такого формата, обзор которого также был на канале. Устанавливаю сюда SSD, а потом эту конструкцию в разъем PCI-Express X16, который как раз должен не портить каши, исходя из требований твердотельника. Для тех, кто будет покупать такой SSD, нужно учесть, что определяется он начиная с Win 8. В Win 7 такой SSD не определится. Более того, если плата старого формата, ну типа как моя, и сама по себе она не рассчитана на установку такого диска, то и сделать его загрузочным вряд ли получится. Во всяком случае стандартными средствами точно. Придется потанцевать с бубном, и то это не даст гарантий. В биосе такой SSD не увидится, выставить его загрузочным не выйдет. При этом если пытаться установить на него винду, то винда, имеющая драйвер, его как раз увидит и без проблем даже установится. Но при перезагрузке после установки BIOS не выставит приоритет устройств для загрузки OS и ничего не произойдет. Однако в уже установленной винде на другой накопитель такой твердотельник работать будет без проблем, в чем мы сейчас и будем убеждаться. Начать нужно с инициализации, форматирования и присвоения буквы. После форматирования доступно 238 ГБ. Crystal Disk Info и SSD Live не видят SSD M2 PCI-Express. Но не страшно, так как программ и способов для тестов много. Предлагаю начать с Виктории. Почему-то тест показывает немалое количество секторов с 20 миллисекундным откликом, хотя я представлял себе, что их не должно быть здесь вообще. Теперь HD Tune. В ней скорость чтения отображается как около 1000 МБ в секунду практически по всей поверхности. Следующей программой для теста будет Crystal Disk Mark. Тест в данной программе сделаю 100 мегабайтным файлом и 4 гигабайтным файлом. Результаты можете наблюдать. У Samsung есть собственная программа для тестов и мониторинга за SSD, которую можно скачать на их сайте. Поэтому переходим сюда и делаем бенчмарк здесь. Кстати, самый близкий к заявленным характеристикам результат получился именно в этой проге. Подводя итог по тестам разными программами, напрашивается вывод, что у всех программ свой алгоритм теста, поэтому и такие отличия. Можно было видеть, что все программы показали разные результаты.
Опираясь на результаты последней программы, можно сделать вывод, что все-таки SSD умеет работать с заявленными скоростями. Как известно, SSD M2 с интерфейсом подключения PCI-Express прилично греются. Если сразу после теста перейти ко вкладке с температурой, то видим 59 градусов. Попутно во время теста я измерял пирометром, который показал тоже 59 градусов. А потом я даже нашел участок с температурой почти 69 градусов. И это учитывая, что на чипах памяти и контроллере наклеена бумажная наклейка с характеристиками, которая очевидно скрывает еще несколько градусов. Я считаю, что это очень много. Учтите, что у меня сейчас открытый корпус полноразмерного компа и все вентилируется. А что будет, если такой SSD вставить в ноут? Просто печка. В принципе, учитывая потребление в 2,8 ампера, это неудивительно. Однако проделанные тесты все равно не раскроют всю правду, потому что получены они благодаря всемирному заговору. Если скорость чтения еще действительно совпадает с реальной жизнью, то вот высокий показатель скорости записи – это не что иное, как результат работы кэша. Каков его объем и какая скорость после него, я и предлагаю узнать посредством длительной записи. Длительность записи я обеспечу вручную, записывая новую порцию сразу после окончания записи старой, а источником чтения, как и всегда при тестах SSD, будет мой RAM-диск. Расширил я его до 12 гигабайт, заполнил на 10,5, из пары файлов объемом чуть более 5 гиг каждый. Сразу создаю 10 папок на SSD, чтобы туда забрасывать файлы. В принципе, все готово. Первый пошел. Скорость под 1000 мегабайт в секунду пока все норм, а вот почти сразу после начала записи второй партии скорость пошла на снижение и колышется около 310 мегабайт в секунду. Получается быстрый кэш всего 10-12 гигабайт. Теперь я продолжу запись, чтобы выяснить, упадет ли скорость еще ниже. Раз за разом, закидывая файлы, видно, что за долю секунды кэш немного успевает высвободиться, только для того, чтобы совсем небольшой отрезок времени вести запись более быстрее. Но почти сразу же скорость записи падает до отметки 310 мегабайт в секунду. В принципе, если сравнивать с SATA SSD, то это неплохо, потому что там скорость падает до 50-70 мегабайт в секунду. На фоне этого 310 это топ уровень. Скорость ниже не падает, но вот если захотите закинуть условных 50 гиг, то вот та скорость, на которой реально будет происходить запись. Почти наполовину заполненный SSD с уже немного освободившимся кэшем в Crystal Disk Mark показывает скорость записи около 1500 мегабайт в секунду. Как будто говорит, какие 300 мегабайт в секунду, смотри, как я умею. В общем, какой вывод можно сделать? SSD быстр и по чтению, и по записи. Очень сильно греется. Я не уверен, но вот возникла мысль, а вдруг скорость так быстро просела из-за перегрева. Но то, что она бы все равно просела, я уверен. Но вот вопрос быстроты. Эта идея натолкнула меня задаться вопросом охлаждения этого накопителя, что я обязательно сделаю либо в следующем, либо через одно видео. Не переключайтесь. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч.